Может ли гражданский муж быть созаемщиком при ипотеке? Главным условием является то, чтобы супруг в течение 6 месяцев выделил долю в квартире всем несовершеннолетним детям. Один муж оформил займ до брака, но он не является настоящим отцом для детей. В этом случае стоит обратить внимание на тот факт, является ли брак официальным. Если да, то пенсионный фонд даст согласие на оформление сделки с участием от капитала с тем условием, что заемщик выделит долю в недвижимости всем несовершеннолетним детям. 2. Супруги находятся в гражданском браке. Если союз супругов не зарегистрирован официально, то семьей они не считаются. В этом случае погасить займ мужа средствами капитала никак не получится. 3. Является официальным супругом человека, владеющего сертификатом, соответственно оплатить ипотеку материнским капиталом, если мать созаемщик можно в случае, когда документ на право получения денег оформлен на мужа. Банк готов рассматривать доход постороннего человека только в том случае, если вам не хватает собственного уровня доходов на заявленный объект недвижимости. Все заемщики и основной владелец недвижимости, и дополнительные несут равную ответственность перед банком в соответствии с кредитным договором. Созаемщик также подписывает ипотечный договор и может являться владельцем части покупаемой квартиры. Обязанность по выплате долга автоматически переходит созаемщику, если основной плательщик перестает вносить ежемесячные платежи, даже если он не имеет на это уважительных причин. Нужно совместно с вашим сожителем обратиться к любому нотариусу и заключить нотариальное соглашение с определением доли в приобретаемом жилье. Доли ваших детей должны быть обязательно. Прежде чем использовать деньги материнского капитала на погашение кредитной задолженности, необходимо внимательно ознакомиться с кредитным договором. В большинстве случаев посредством материнского капитала заемщик просто сокращает срок ипотеки, а уменьшить сумму ежемесячного платежа или его отсрочить не всегда удается. Использование материнского капитала подразумевает, что в семье появится второй ребенок. Однако реалии таковы, что в России хватает неполных семей, в которых мать одна воспитывает детишек. Возникает вопрос, можно ли семейным капиталом погасить ипотеку мужа при повторном или первом браке. Состоит заемщик в официальном браке или нет, не сказывается на принятии решения банка о выдаче ипотеки. Оценивая платежеспособность заемщика, банк принимает во внимание уровень его дохода, опыт работы, наличие другой недвижимости. Штамп в паспорте в этот круг критериев оценки не входит. Ставки по стандартным программам, сроки и прочие параметры кредитования одни и для зарегистрированных заемщиков, и для тех, кто пока официально не оформил семейные отношения. Правда, для получения кредита в некоторых банках факт ведения совместного хозяйства несостоящим в официальном браке заемщикам придется подтвердить. Если ипотечный кредит оформляется во время действующего брака, то кредитор обязательно привлечет второго супруга в качестве созаемщика. Такой вариант выгоден банку, поскольку позволяет обезопасить выданный займ. А для клиентов это шанс увеличить размер суды. Если друзья решили помочь и взяли на себя такую ответственность, а через некоторое время заемщик стал неплатежеспособным и отказывается платить по кредиту, то банк будет удерживать кредитные платежи с них. И хорошо, если в будущем заемщик сможет отдать затраченные средства созаемщикам.